в Европе рекордно подорожал газ. Давненько у нас не было Европы, надо поговорить. Правда, Урсулу фон дер Ляйен не обещаем, но обещаем графики, цитаты. И вот, собственно говоря, давайте с первой цитаты и начнем. Ноябрьские газовые фьючерсы на бирже TTF Нидерланды достигли 43,6 евро за мегаватт-час, около $495 за 1000 кубических метров. Это самая высокая отметка в 2024 году, превышающая показатели августа, когда произошло вторжение вооруженных формирований Украины в Курскую область Российской Федерации, что вызвало панические настроения на газовом рынке Евросоюза. То есть мы сейчас наблюдаем, что цены на газ в Европе стремятся к отметке в $500 за 1000 кубических метров. Спасибо им, конечно. Отопительный сезон, и в отличие от событий в Курской области, есть ежегодная проблема. В Северном море Норвегия ремонтирует какое-нибудь месторождение, какую-нибудь вышку, и обычно как раз на это время падение объемов добычи и, соответственно, поставок в Европу и приходится, на что рынок реагирует повышением цены, что мы и наблюдаем. Ну, давайте мы, наверное, посмотрим на график, а то я график пообещал, а графика нет. Пожалуйста, давайте мы первый график глянем, как, собственно, это повышение выглядит. Ну, как вы видите, если взять показатели годичной давности, то они все-таки были выше, но, тем не менее, сейчас отметки достигают, цены достигают примерно отметок начала декабря 2023 года. То есть у нас конец октября немножечко похож на начало зимы. Начинается отопительный сезон. Начинается отопительный сезон, и начались странные события в Норвегии. Собственно говоря, 22 числа Эквинор, это норвежская нефтегазовая государственная компания, заметьте. Предыдущее название Статойл на всякий случай. Да, но заметьте, когда в Норвегии государственная компания, это хорошо, это прогрессивно. Когда у нас нефтью и газом занимаются государственные компании, это плохо. Это я так напоминаю, чтобы вы держали себя в тонусе, а то вдруг забыли, но это недопустимо абсолютно. Так вот. Министерство финансов, если что, напомнит. Так вот, Норвегия в лице Эквинор объявила, что, вы знаете, у нас тут небольшое задымление, практически пожар на электроэнергетической установке на одной из добычных платформ. Но мы уже все потушили. К понедельнику, 28 число, мы все восстановим и все заработает. Добыча вновь будет вестись. Или не будет. Мы пока не уверены, но к понедельнику будем стараться. Потом задымление еще на одной платформе. Но, по словам представителей Эквинор, это абсолютно не связанные события. Петров и Баширов. Так вот, абсолютно не связанные между собой события, которые, конечно же, никак не повлияют на надежных поставок. Шпиля нет, так что все отремонтируют. Ну, шпиля нет. Ну, кстати, я хочу заметить, что Эквинор, отбросим натужный юмор, Эквинор обещала, мы продолжим поставки. Поставки продолжали, по крайней мере, до 24 числа точно. Давайте мы на соответствующую картинку глянем, и вот, опираясь на эту картинку, дадим пару комментариев. Собственно, на что мы смотрим? Есть такая организация ENTSOG. Собирает она всю статистику о направлениях поставок газа в Европу, откуда идут, в каких объемах. И вот у них... Это Европейская ассоциация компаний операторов газотранспортных систем, то есть сведения из первых рук. Да, то есть это не мы придумали, не мы нарисовали, это вот европейцы, европейская статистика, вот, пожалуйста. К сожалению, идет она с лагом примерно в 3 дня. И самые последние данные за 24 число. И вот, исходя из этих данных, действительно, поставки из Норвегии немножечко сократились. Здесь вы их можете увидеть в виде такой желтой линии. То, что идет из Северного моря. Вот это поставки фактически из Норвегии. Сократились они где-то на 4% по сравнению с 22 числом. Но при этом мы видим рост на фиолетовой линии, вот где-то вот видите, вот там внизу вдруг неожиданно фиолетовая такая линия появляется. А это подземные хранилища газа. До 22 числа их трогали, конечно, но вот в течение практически недели их не касались. А тут хопа, они потребовались и начали извлекать газ из этих самых подземных хранилищ.
Это, собственно говоря, является отражением того факта, что растет спрос, и тут вышло интервью Владимира Владимировича Путина. Давайте довольно большую цитату президента Российской Федерации послушаем, если вас не затруднит. По которым российский газ может поступать европейским потребителям. И мы не отказываем в этих поставках. Действующий маршрут – это Ямал-Европа через территорию Польши. Поляки закрыли этот маршрут. Это было их решение. Затем одна ветка по дну Балтийского моря – это Северный поток-2. Там, как мы знаем, в результате теракта газопровод «Северный поток-1» и одна ветка «Северного потока-2» разрушены, но одна сохранилась, и она в рабочем состоянии. И действительно, только от правительства ФРГ зависит, включить этот маршрут или нет. Мы готовы поставлять и по этому маршруту. Затем два маршрута через территорию Украины. Один из них – это ГИС-Сохрановка. Он был закрыт достаточно давно украинской стороной. А вот сейчас по второй ветке, там Суджа называется, населенный пункт, действительно мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года, в декабре. Для того, чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт, именно новый контракт. А во-вторых, нужно было начать уже в июле, нужно было начать бронирование этих мощностей для того, чтобы их кто-то использовал. Я почему говорю в июле? Потому что есть определенные правила энергетических законов ЕС. И Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к этим европейским законам. А по этим правилам нужно было заранее уже бронировать эти мощности для прокачки. И срок для того, чтобы бронировать по этому маршруту, как раз июль текущего года. Он пропущен. И до сих пор, насколько мне известно, никаких усилий по продолжению этой работы украинская сторона не предпринимает. Повторяю еще раз. Мы никогда не отказывались от поставок, в том числе и по украинскому маршруту, и не отказываемся. Но, судя по всему, Украина этого делать не собирается. Более того, совсем недавно еще раз повторили свою позицию, которая заключается в том, что продление или заключение нового контракта на транзит с российской стороной украинские газовики заключать не собираются. Значит, они закрывают этот маршрут. Вот, собственно говоря, цитата довольно обширная, но она прекрасна тем, что здесь были охвачены фактически все направления. Нам тут уже пишут замечания. Кстати, можно писать нам замечания, предложения, вопросы, использовав QR-код, который вы сейчас можете увидеть у себя на экране. Ремонтируют в Норвегии вышку, поэтому цена в мире на топливо поднялась. Рука-лицо. Уберите руку от лица. Цена поднялась на нидерландской бирже TTF. В мире нету мирового рынка газа. Есть региональные рынки, поэтому успокойтесь, все хорошо. Норвегия довольно близко от Нидерландов. Если вдруг что, посмотрите на глобус, разберитесь. Вот. То есть мы здесь услышали какой момент интересный. Контракт. То есть как-то, я не знаю, как это вот понимать, но в данном случае, мне кажется, такой прозрачный намек. Вы знаете, нет, вы там не чешетесь. И чесаться надо было в июле. А сейчас речь идет о контракте, о новом контракте. Именно контракте. Ну, мнения могут быть разные. Может быть контракт, может быть просто транзит. Но для того, чтобы был просто транзит, надо было действительно выполнять положение европейского законодательства, раз уж Киев к нему присоединился, и договариваться о том, как будут проходить аукционы на бронирование мощностей, надо было начинать еще летом. Но я напомню, что даже при переходе на эти правила необходимо подписание межоператорского соглашения, то есть между компаниями «Газпром» и оператором газотранспортной системы Украины. Для того, чтобы подписать хоть какой-то договор, нужно вести переговоры. Киевские власти переговоры с любыми российскими компаниями запретили.
Так что сложновато выйти вот на такое соглашение. Остается только тот вариант, собственно говоря, который озвучивал премьер-министр Словакии Фице, о том, что собственность на газ переходит европейским компаниям от «Газпрома», европейским покупателям на текущей границе России и Украины. Это единственный вариант, который остался, но и времени, опять же, достаточно немного. Ну и об этом надо тоже договариваться. Но мы имеем ситуацию следующую. Вышка, я надеюсь, наш зритель убрал руку от лица, так вот, вышка, платформа, не вышка, платформа в Северном море, с одной стороны, хопа, растет спрос, и тут еще президент Российской Федерации говорит, вы знаете, да, ваши подозрения о том, что транзит может прекратиться, но они не беспочвенны, тем более, что украинская сторона как-то договариваться не хочет, поэтому вы там, их либо образуйте, либо посмотрите, что творится с вашими котировками. Котировками не в абстрактном мире, а конкретно в Европейском Союзе. Так, на секундочку. Нам идут вопросы про что будет с рублем. Мы этими вопросами не занимаемся, этим занимаются другие специально обученные люди, поэтому мы по этому поводу ничего не скажем. Звоните в Центробанк, вам ответят. Возможно. Ну и, собственно говоря, за прошедшую неделю не газом единым у нас ситуация интересная складывалась и вокруг нефти, тем более, что после окончания торгов, удивительно так совпало, Израиль нанес удар по Ирану. Я не знаю. Либо они действительно ждали, когда же закончатся торги, чтобы можно было наносить удары и при этом не вызвать истеричную реакцию на рынке нефти. Рынок нефти мировой, поэтому тут любое движение касается всего мира сразу, в отличие от рынка газа. На секундочку. Так вот, дождались окончания, начали бомбить. Сообщения сторон диаметрально противоположны в результатах, но мы тут не военные эксперты, мы это трактовать никак не будем, просто факт. Одни говорят, мы поразили все, другие говорят, крайне ограниченное воздействие. Практически ничего не поразило. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. То, что у нас касается, нефтеперерабатывающие заводы работают, фотографии свежие, так что куда там в связи с чем наносились удары, это действительно без нас. НПЗ работают. Нефтяной сектор Ирана в порядке. Но, правда, если бы данный удар был нанесен, скажем, с четверга на пятницу, я думаю, мы бы увидели... А давайте мы глянем на график нефтяных котировок заодно. Мы бы увидели картину, немножечко другую. Мы уже наблюдали, что происходит с нефтяными котировками, если вдруг нечто такое на Ближнем Востоке происходит в начале недели. То есть, когда торги еще могут происходить. Вот предыдущие, когда? Со среды на четверг или со вторника на среду наносились... Видимо, из Вашингтона... Это, прошу прощения, будем считать фантазией. Из Вашингтона позвонили и сказали, ребят, что вы творите? У нас после того, как вы вот это начинаете, у нас взлетают цены. Не надо, остановитесь, прекратите. Там, правда, Иран, вряд ли ему из Вашингтона звонили, но этим могли позвонить. Я предполагаю, просто фантазия на тему. То есть удар в субботу, соответственно, к понедельнику все три волнения, все нервные судороги у торговцев на биржах уже прекратятся, поэтому влияние будет приблизительно равно нулю. С чем можно всех поздравить. Кстати, посмотрим, потому что Иран за собой оставил право нанесения ответного удара. Какой это будет удар, в каком масштабе? Когда, куда? Предыдущий удар вообще коснулся немножечко, самую малость коснулся газодобывающих мощностей Израиля. У Израиля есть газодобывающие мощности. И были прекрасные проекты поставок трубопроводного газа в Европу. Много чего было. Красота. Дорогие зрители, не занимаемся мы вопросами валюты. Не пишите вопросы на эту тему. Мы просто не занимаемся. Мы не универсальные эксперты, которые... А про валюту? Давайте про валюту поговорим. Мы не будем говорить не потому, что что-то произойдет, потому что мы просто не занимаемся этими вопросами. Так вот, Возвращаясь к этой истории. То есть воздействие на рынок будет, интересно, до выборов в Штатах или после?
Я бы предположил, что это вызвало, дополнительно, знаете, агент Дональд звонит и говорит: ребят, пора. И хопа, нефтяные котировки взлетают, вслед за ними дорожает бензин в Штатах, избиратели голосуют не за Камалу, хотя Владимир Владимирович просил. Я надеюсь, что все зарегистрировались в государственной системе, нам же... надо разобраться, что там вообще происходит. Нам же им президента выбирать. Но смех смехом, а давайте, а что с нашей нефтью? То есть вот это все в высокой степени абстракции, казалось бы, какие-то котировки где-то там, у них, что с нашей нефтью? Есть соответствующие данные. На Ансмедиа Тамара Сафонова собирают эти сведения, публикуют, и мы с вами тоже поделимся, чтобы вы знали. Значит, в пятницу, 25 октября 2024 года, дисконты на российскую нефть имелись, но были относительно скромными. Здесь нам интересно не ФОБ. ФОБ – это в порту отправления, то есть без транспортных расходов, без вот этого всего. Интересно, сколько стоит наша нефть в порту получения. То есть в данном случае интереснее всего Индия. И что мы видим по Индии? Что мы видим по Индии? По Индии мы видим минус 5%. То есть близко к нормальному уровню дисконтирования Urals к Brent. Если что, даже до 2022 года, я понимаю, что для многих это сюрприз, до 2022 года Urals продавался с небольшим дисконтом по отношению к Brent, за очень-очень редким исключением. Замените слово «дисконт» на слово «скидка», и можно будет сформулировать: Urals всегда стоил чуточку дешевле Brent. $3-5 за баррель. Что мы, собственно говоря, и наблюдаем, если пересчитаем проценты в абсолютные цифры. То есть, по сути, мы вернулись к относительно нормальному уровню цен. Осталось, чтобы еще налоговый кодекс, но сегодня мы не об этом. Вот такие данные у нас. И что ж, раз мы заговорили про нашу нефть, про Российскую Федерацию, а давайте мы поговорим и про нашу энергостратегию. Тем более тут мероприятие БРИКС, вокруг этого мероприятия, опять же, были дополнительные встречи, связанные с энергетикой. Как их не обсудить? Тем более есть некоторые измерения, наверное, немножко неожиданные. Давайте мы начнем с того, что в рамках встречи БРИКС+, президент Российской Федерации заявил о доле чистой энергетики, собственно говоря, в России. Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс один из самых зеленых в мире. Доля экологически чистых газовых атомной гидрогенерации составляет у нас 85%. Меня что радует? Есть такое мнение, что говорить о чем-то вообще бессмысленно. Критиковать что-либо бессмысленно, потому что это не услышат, не заметят и так далее. Я помню, дорогие друзья, как в 2021 году у нас с высоких трибун, не Владимир Владимирович, но тоже довольно заметные фигуры сообщали о том, что у нас зеленой генерации 1-2%. Знаете, вот так. Но после того, как стали обращать внимание на то, что у нас гидроэнергетика 21% доля, а давайте мы посмотрим, что у нас там с генерацией, что у нас с установленной мощностью, чтобы, опять же, иметь более четкое представление. Установленная мощность наших электростанций по видам генерации. Атомные электростанции почти 12%, гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие почти 21%, и так далее. То есть у нас действительно очень зеленая энергетика. А теперь с небес обетованных давайте на землю грешную. Это установленная мощность. Что касается генерации, тут будут несколько иные числа. АЭС установленная мощность 11,7, доля в генерации 20 с лишним. Это о том, кто что дает на выходе. С СВС установленная мощность 1,8, доля генерации менее 1%, тоже причина понятна. Использование установленной мощности у атомных электростанций и у солнечных ветряных несколько разное. 84 у атомных электростанций, из 100 часов времени 84 часа атомная электростанция генерирует электроэнергию, у солнечных и ветряных электростанций коэффициент использования установленной мощности порядка 20%, в 4 раза меньше. Теперь то, что меня всегда, Александр, радует, зеленая генерация на электростанциях и гидроаккумулирующих электростанциях. Это неправда. В соответствии с той статистикой, которая принята в правительстве нашей России, нашей страны, ГЭС, имеющий мощность больше 25 мегаватт, к зеленой генерации не относится. 35. Я не шучу. 35.
25. 25. Ну, 25. И это еще было повышено. Был момент, когда было вообще 10, и то ничего. В связи с чем? Какие объяснения? У меня только одно. Если это не относится к возобновляемой энергетике, значит, если мощность гидроэлектростанции превышает 25 мегаватт, вода падает с плотины и исчезает. Или становится черной. Это никто не исправляет, хотя неоднократно об этом множество экспертов объясняли, что вы не правы. И ссылки на то, что нельзя относить крупные гидроэлектростанции к возобновляемой энергетике, к безуглеродной энергетике, потому что там цветет какая-то трава и выделяет углекислый газ, опровергнуто исследованиями нашей Академии наук. Но по-прежнему эту статистику никто не меняет. Теперь, что касается того, что у нас крайне зеленая генерация, безуглеродная и так далее, у нас действительно среди тепловых электростанций подавляющее большинство работает на природном газе с соответствующим снижением углеродного следа по сравнению... Порядка 100 гигаватт у нас. Да. Но напомню, что 2/3 первичных энергетических ресурсов, используемых в России, используются для производства тепловой энергии. Тепловой. И если все, что касается Министерства энергетики, у нас хотя бы есть отчетность, где какое топливо используется, то по котельным информации нет. У нас отсутствует государственная информационная система. С чем это связано, я сказать не могу, я просто констатирую факты. Единственное, более-менее точные данные были собраны. У нас есть такой российско-китайский энергетический бизнес-форум. Там постоянный поиск инвесторов идет, поэтому более-менее точные данные. За 2021 год доля выработки тепловой энергии в России 596 миллионов гигакалорий на теплоэлектроцентралях и 858 миллионов гигакалорий на котельных. Какое топливо используется на котельных, мы не знаем. У нас нет этой статистики, у нас нет статистики, кому какие котельные принадлежат, в каком они состоянии, как они работают, где мазут, где уголь, где дрова, где еще не знаю что. Никто не знает, что характерно. Поэтому говорить о том, что у нас крайне зеленая генерация, можно, но имея в виду в скобках то, что касается генерации электрической энергии. Что касается генерации тепловой энергии, у нас просто нет данных. Я предлагаю ответить тут на пару реплик и продолжить. Тем более мы сегодня коснемся осенне-зимнего сезона, отопительного сезона в Российской Федерации. Я понимаю, не всем очень интересно, что в Российской Федерации, поэтому мы начали с Европы. Вот, чтобы вас, уважаемые зрители, завлечь, а потом начать вот это скучное. Отопление в России, вот это все. Я думаю, что на тот момент, когда мы будем говорить про отопительный зимний сезон, надо операторов попросить вывести на экран Шольца с турбиной, Урсулу вместе с Анной Леной, тогда будет интересно. Значит, традиционно, когда мы что-то говорим про поставки через Украину, значит, пишут, что президент объясняется перед зарубежными партнерами по поводу поставок, извиняется, оправдывается, а перед россиянами не хочет. Почему через враждебное нам государство до сих пор газ идет и деньги, спасибо, идет в Венгрию, да, это вы не замечаете, куда идет газ, уважаемый россиянин, перед которым надо извиниться? В данном случае президент говорит о том, что, ребят, вы либо занимаетесь этим вопросом, там вот в чувство приводите граждан в Киеве сидящих, либо, газ не будет идти. Вот о чем он. А не извиняется и прочее. Это первое. Второе. Вы, господа, товарищи, братья и прочее, когда заявляете о том, что перед вами извиниться, за что конкретно? За то, что Россия продолжает поставлять газ и те страны, в которые газ идет, вызывают жгучую критику как со стороны Украины, так и со стороны Брюсселя, потому что они как-то не так себя ведут, не в общей линии Европейской партии. За это извиниться? Я думаю, надо извиняться за то, что с марта 2022 года расчеты за трубопроводные поставки газа за пределы России идут в рублях. Нам рубли лишние. Мы не знаем, куда их расходовать. У нас ничего не происходит в Северном Причерноморье, в Курской области. Там все снабжение идет абсолютно бесплатно.